Счастье, счастье, счастье летит. Сильно летит. Ну просто залетает счастье. Такое солнечное счастье залетает львам. Украшению гороскопа, украшению жизни. Лев. Вот в эту красивую форму это счастье оформили, положили туда позитив, философию жизни, несмотря ни на что. Месяц у вас резкий поворот событий. Да, для вас месяц февраль. Резкий поворот событий. И мы сейчас подробно посмотрим февраль месяц. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Резкий лайк. Спасибо. И смотрим. Конечно же, что смотрим? Смотрим, где ваше солнце. Откуда такие показатели? Откуда такая подсказка? Поворот событий, изменение, ход событий, резкий поворот событий. Конечно же, сразу смотрим, где ваш управитель. Ваше светило, солнце. Ваше солнце будет находиться до 18 числа в знаке зодиака Водолей, затем с 18 числа в знаке зодиака Рыбы. До того, как находится и в Водолее, и в знаке зодиака Рыбы, Солнцу хорошо для этих стихий, но не для огня. Находясь в знаке зодиака Водолей, легкое солнце, оно подвижное, оно событие за событиями, очень быстро распространяется, но не амбициозно, амбиций нет. Но для вас, так как там находится и такое солнце, которое охватывает много очень движений делает, очень много событий охватывает, так как оно в воздушном пространстве находится до 18 числа. И это солнце у вас находится в секторе, где вы почувствуете изменение, ход событий жизни. В каком плане могут происходить эти изменения? Какие подсказки посылает звездное небо? Смотрите, если вы в ожидании контракта какого-то, вы получаете контракт, и вам срочно нужно куда-то прибыть на работу. То есть и резко изменяется. Вот вы вот в этом, вы ждали какое-то, и вам резко меняется ваша жизнь, вы куда-то уезжаете. Если вы ждали визу, если вы ждали разрешение на выезд, если вы ждали разрешение на работу, если вы ждали, что заканчивается у вас контракт, вам оставалось отработать 2 недели, вы ждали этот момент. Этот момент пришел, и вам сказали, еще, мы не можем сейчас тебя, вот еще отработай неделю. Вы ждали, и у вас все заканчивается, вас ничего не держит, у вас меняется абсолютно жизнь. То есть вы получаете такие события, которые резко что-то меняют ваше положение. Это может быть финансовое. Вот у вас так было, случились какие-то обстоятельства, вы вступаете в наследство. Если вы с кем-то судились очень долго, у вас распри были большие, вы никак не могли раздел какое-то имущество, вы получаете ход этим событиям. Если вы никак не могли договориться, это могут быть и обязательства трудовые, это могут быть между людьми, вы в стадии завершения ваших отношений, но у вас есть общий, например, бизнес, или у вас вложены общие куда-то деньги, вы никак не могли. Здесь тоже солнце таким образом, ваше светило таким образом будет находиться и работать на вас. Вы решите эти все вопросы, которые расставят все точки и изменят ход вашей жизни. Не только по показателю Солнца. Смотрим с вами дальше.
Смотрим Меркурий. Меркурий будет находиться до 11 числа в знаке зодиака Козерог. Тоже другая стихия, но там слово не расходится с делом. Вы слово уважаете, вы слово держите, вы очень целенаправлены, вы очень амбициозны, вы о себе говорите, вы о себе заявляете. То есть вы очень созвучны с правилами и энергиями Козерога. Амбиции есть, власть есть, я знаю как, я научу как. Так же себя ведет точно и Козерог. Я научу, я преподаватель, мне трибуну дайте, я объясню, я расскажу, я лекцию прочитаю. Абсолютно очень схожи энергии. Так вот, до 11 числа Меркурий будет находиться в знаке зодиака Козерог, и он у вас идет по сектору семьи и брака. О чем это говорит? И делает роскошные аспекты с Плутоном, с Юпитером и с Марсом. Делает очень сильные аспекты, гармоничные аспекты. Аспекты, которые подтверждают значимость этих аспектов. Они все значимые. И поэтому по Меркурию и по этой планете вы тоже получаете поворот событий, поворот, вот ход жизни шел, и резкий поворот ход. Сама ход жизни совсем другой. Тоже можете получить. Это может быть информативно, это может быть по бумагам. Вы наконец-то получили какой-то договор, который вы должны были получить. Наконец-то вы получили файл, который закрыли дело ваше. Оно у вас висело, никак не могли, закрыли. Какой-то, может быть, суду вы брали. Вы выплатили последний, вы разобрались, что есть то, что заканчивается, один период какой-то заканчивается. Причем все аспекты, которые будет делать Меркурий, эти все аспекты в гармонии. Это говорит о том, что все те события, которые приходят в вашу жизнь, они имеют свое завершение, либо имеют свое продолжение. Если вы прошли интервью, значит, это интервью продолжение будет иметь. Вы получите результат от этого. Если вы ждете на выезд куда-то, вы получите результат. Если вы в отношениях, так как это очень такой по личному сектору, если вы в поиске, вы не могли встретить своего человека, вы его встречаете. Вы его встречаете. И причем, еще раз говорю, аспекты настолько гармоничны с Юпитером. Меняется статус, меняется ваше финансовое положение, меняется ваше личное положение при расширение, прибавление. Дальше что смотрим? Конечно, смотрим Марс. Марс находится на прямом движении. Все планеты пошли на прямое движение. Меркурий пошел на прямое движение. Марс на прямом движении пошел. И Уран тоже находится на прямом движении. Он находился в ретроградном движении, тоже пошел на прямое движение. Марс находится в знаке зодиака Близнецы. Марс там качественный, он хочет знания, он ищет знания, любопытный, его достаточно энергии, которую Марс проявляет, ментальной энергии. И, конечно, для вас это опять и снова, это для вас статус меняется. Ваша карьера видоизменяется. Либо вы на другую позицию занимаете, либо вы надбавку получаете. Статус у вас меняется. Возможно, вы делаетесь руководителем какой-то своей организации. Кто-то уходит, кто-то уволился, кто-то по состоянию здоровья не тянет. И вот такие могут быть передвижения. Точно так же по Марсу. Дальше что смотрим? Конечно, смотрим все, кто в поиске, кто не в паре. У вас такой поворот событий, где вы встречаете своего человека, но настолько вам
не решаетесь сделать какие-то шаги, потому что это неожиданно, это случайно и как-то очень капитально и хорошо, что вы думаете, нет, сначала все-таки надо проверить, потому что львы не бросаются в какие-то отношения. Львы все равно очень хорошо дружат с головой. И Меркурий будет находиться там, где управитель голова, то есть в Козероге. Дальше что смотрим с вами? Смотрим с вами, конечно же, Венера. Энергия, женская энергия, мягкая энергия, финансовая, стабильная, романтика, влюбленности. Венера будет находиться, тоже идет, она до 20 числа находится на пьедестале, в экзальтации. Даже слово такое красивое, в экзальтации, на троне. Ну, а львы, что? Львы – это трон, это корона. Вот так Венера находится на троне, с короной на голове, она находится в знаке зодиака Рыбки. И это тоже у вас по сектору любви, отношений и финансов. И Венера дает прекрасные, чудесные аспекты к Урану, который пошел на прямое движение, был на ретроградном. Дает прекрасный к Урану. Уран находится в Тельце, а там управитель Венера. Дает чудесное соединение с Нептуном и с Плутоном. Ну, ждите перемен. Причем перемены такие, которые, с одной стороны, были для вас долгожданные. Кто-то хотел приобрести статус жены, кто-то хотел приобрести статус мамы, кто-то хотел приобрести статус в работе, управлять каким-то отделом, управлять какой-то организацией, менеджмент какой-то возглавлять, что-то. Кто что, у кого какие были амбиции. И эти амбиции у вас идут просто в гору, в гору, в гору. Венера будет находиться до 20 числа на пьедестале, и затем пойдет она в Овны, огонь, а там находится Юпитер, прибавление, расширение, бонусы, поддержка, мудрости. По Юпитеру это расширение, ты обретаешь мудрость, ты обретаешь просветление, тебе становится, это то, что отпускает внутри тебя, отпускает, потому что ты дошел до какого понимания чего-то, и тебе от этого становится легче. А мы с вами делаем эту форму, мы за нее держимся, что это мудрости, позитив, это философия. Юпитер – это философ, делает очень хорошие аспекты Венера. И до 20 числа, когда она находится, и после 20, когда она зайдет в знак зодиака Овен, то же самое. Полнолуние. Полнолуние 5 февраля, где? Во Льве. Закрывается один этап. Какой-то этап завершается. Вот даже это этап будет находиться у вас в первом доме, это полнолуние. Что-то вы завершаете, что-то вы закончили, к чему-то вы не хотите, все, вы переросли. Вот как будто бы вот эти шортики совсем стали вот сюда. Вот они были брючки, а потом так, и вот они, все, вы выросли из этих вещей, вы выросли из этих обстоятельств, вы выросли из этих отношений, вы даже по работе, вот что-то заканчивается какой-то период. Вы его с легкостью переворачиваете, потому что 20-го новолуние будет опять в том секторе. 8-й, у вас очень сильный 8-й сектор. 8-й сектор – это сектор Скорпиона, это сектор Плутона, это сектор трансформации. А так как у нас Плутон идет на самые лучшие градусы, он на завершающем этапе, на переходном этапе, это его самые лучшие градусы. На возрождении вы трансформации прошли. Новолуние будет в знаке зодиака Рыбы, и у вас по 8-му сектору будет идти резкий поворот, ход событий, ход жизни. Вот такой для вас, с одной стороны, непростой, увлекательный, интересный, новый, какой-то вот в мир, погружаешься в мир, который
тебе с одной стороны неизвестен, но с другой стороны это все подошло к этому, все созрело к этому. Так что будьте готовы к таким переменам, принимайте их достойно. Это другой уровень, другой этап. Вот на каком бы вы ни были возрасте, вы становитесь не старше, не даже мудрее, не даже опытнее. Вы становитесь другой. Вот человек становится другой. Перерос. Даже если тебе 20 лет, вот ты перерос вот то какое-то вот непонимание или то какое-то легкомысленное. Или, вот ты, даже если тебе 40, даже если тебе 70, вот в любом возрасте, вот ты что-то перерос. Тебе в этом уже ты выше пошел. И будете даже чувствовать, как-то вот кто-то вот позади осталось, вот окружение, вроде все тоже окружение, вот как-то они не выросли, как будто бы. Вот настолько вы себя почувствуете, такой переходный для вас этот роскошный месяц. Ну что, мои хорошие, вижу Розанну, слышу такие роскошные новости, мои хорошие. Просто подсказка, ну лучше некуда. И вы действительно, у вас очень сильно задействован 8-й сектор, 7-й сектор, 1-й сектор. Ну что, полнолуние в вашем знаке. Завершается какой-то этап, какой-то период. Все, ты вырос из этого всего. А новолуние в 8-м секторе. Сектор финансов, сектор любви, сектор ответственности, сектор перемены жизни, трансформации. Тем более Плутон. А Плутон делает и с Венерой роскошный аспект, и с Меркурием прекрасный аспект, и с Солнцем. Так что вижу Розанну, слышу такие красивые, хорошие, роскошные слова. Конечно же, такой же роскошный ставлю лайк. Бесконечно вас уважаю. Подписывайтесь, становитесь спонсорами канала, поддерживайте канал. Обнимаю вас.